Кабмин дал распоряжение, Яценюк приказал, и вот уже готов целый проект. Проект приурочен к победе во Второй мировой войне и посвящен украинцам, которые сражались с нацизмом во Второй мировой войне. Слава богу, что они там оставили Кожедуба и еще одного героя Советского Союза. А остальные это все этнические украинцы, американцы, поляки и так далее. Но есть несколько личностей, которые меня крайне заинтересовали. Последний особенно. Проект создан Украинским институтом национальной памяти. Галина Кузьменко, борец с нацизмом. Итак, героиня Кузьменко Галина работала 3 года под псевдо Надя в лавах збройного підпілля на території Івано-Франківської области. И работала она пропагандистом УТВ-21 Гуцульщина. В свою очередь, ТВ-21 Гуцульщина входил в группу УПА-Запад. Группой УПА-Запад руководил Луцкий Александр. Луцкий Александр был одним из организаторов батальона «Нахтигаль». Батальон «Нахтигаль» первый с иностранных легионов вермахта. Бинго! Михаил Опаренко, боевой летчик. Михайло Опаренко, на самом деле, он служил в польской армии, но потом был эвакуирован в Британию. Но только тут одна есть штука, что он всю войну служил в учебных частях. Он был инструктором. Я решил перепроверить еще в одном украинском источнике. Таки да. Петр Федун воевал против нацистских оккупантов. Федун Петр Николаевич. Он руководил пропагандой вот в ОУН, он руководил, пропагандист, публицист и все такое прочее. Но нам сообщают, что когда ему удалось освободиться из немецкого лагеря, он ушел в подполье. Однако же в подполье он не уходил, он учился во Львове до 1944 года. И с Золотым Крестом у него не сложилось, по версии, подчеркиваю, украинской Википедии. А Серебряный крест за заслуги он получил в 1947 году, вероятно тогда, когда сражался с нацизмом. Ну а теперь изюминка на торт. Украинец, который сражался с нацизмом, герой Советского Союза Амитхан Султан. Крымский татарин. Папа дагестанец, мама крымская татарка. Крым, ну я просто напомню, Институту национальной памяти стал украинским в 1954 году. Амитхан Султан родился чуть раньше. Украинец? Итог. Вместо того, чтобы отметить украинцев, этнических украинцев, украинец это национальность, которые сражались против нацизма во Второй мировой войне, Кабмин подлизнул, Институт национальной памяти подмахнул, и вот уже мы видим поляков, американцев и Амитхан Султана. Молодцы, что могу сказать. С Днем Победы!